Это важнейший закон кинематографа, который используется 100% кинорежиссеров. Без него современный кинематограф просто немыслим. Причем его можно использовать грубо, его можно использовать очень тонко. Ну, гипотетический пример грубого использования эффекта Кулешова. Нам показывают, допустим, ребенка в красивом особняке, который открывает рождественские подарки. Эти кадры вызывают у нас чувство комфорта и уюта. Но поставь эти же самые кадры после изображения голодных эфиопских детей, сами кадры не поменялись, но воспринимаются совершенно по-другому, вызывают чувство дискомфорта. Ну, это, конечно, такая очень грубая возможность использовать эффект Кулешова, и этим чаще всего пользуется пропаганда. Причем достаточно безопасная для ее авторов. Ты про человека ничего плохого не говоришь, ты просто ставишь его в нужный контекст при монтаже. И сами кадры, сам монтаж как бы задает настроение, а у тебя чистые руки, и предъявить себе особо нечего. Но чаще всего эффект Кулешова используется более тонко и менее манипулятивно, менее заметно для зрителя. Нужно отметить, что именно советские киноавангардисты, они показали, что фильм можно писать как музыкальную композицию. Вот так, они создавали настоящие монтажные симфонии с возвышениями, с какими-то нисходящими мотивами. Они были способны довести монтаж до какого-то апофеоза, сочленяя те или иные кадры, а потом плавно из него вывести. Об этом мы еще поговорим. Следующее очень важное явление, открытое Львом Кулешовым, это географический эксперимент Кулешова. Что он представляет собой? Ну, представьте себе, я нахожусь рядом с Красной площадью и кидаю мячик куда-нибудь за границу кадра. И этот мячик ловят, ну, допустим, в центре Нью-Йорка. И зрителям это воспринимается как единое непрерывное движение. Я кинул мячик из центра Москвы, а поймали его в центре Нью-Йорка. Таким образом, Лев Кулешов доказывает, что с помощью монтажа кинематографист может модифицировать пространство так, как ему это угодно. Если мы захотим снять фильм, и если это будет как-то обосновано сюжетом, можно снять, что мы выходим из этой студии, в которой сейчас находимся, и оказываемся сразу в овальном кабинете президента США. Монтаж это позволяет. Именно это открывает Лев Кулешов. И опять же, географический эксперимент Кулешова можно использовать открыто, можно использовать завуалированно. Пример открытого использования. Кинокартина «Любовь и голуби». Главный герой прощается с домочадцами, выходит из своей избы и сразу оказывается на пляже. Таким образом, Владимир Меньшов, режиссер фильма, показывает вот эмоцию, как он, домосед, оказался сразу погружен в круговерть курортной жизни. Но можно использовать эффект Кулешов и незаметно для зрителя. Вспомним «17 мгновений весны». Профессор Плейшнер гуляет по столице Швейцарии, городу Берну. Но Берн на самом деле снимался частично в Риге, частично в немецком городе Мансен, который под Дрезденом. Потому что там была соответствующая архитектура. А потом при монтаже эти два города, эти две локации были соединены в одну. И мы, зрители, даже не догадываемся, что в этом кадре профессор Плейшнер идет по Рижской улице, а уже в следующем кадре он идет по улице в Германии. Все это нами воспринимается как единое географическое пространство. Другим важнейшим теоретиком и практиком советского киноавангарда был, безусловно, Сергей Михайлович Эйзенштейн. Кстати, единственное добавлю, что Лев Кулешов, он не только теоретик кино, он и кинорежиссер. Пожалуй, самый известный его фильм, кстати, не авангардный, вполне себе такой, можно даже сказать, попсовый, это «Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков». И этот фильм во многом можно считать предтечей или источником вдохновения для Эльдара Рязанова, для его кинокартины 1973 года «Невероятные приключения итальянцев в России», потому что и по настроению, и по сюжету кинокартины очень похожи. Однако перейдем к Сергею Михайловичу Эйзенштейну. Отслужив в Красной армии в годы Гражданской войны, он изначально идет не в кино, а в театр, и работает в театре пролеткульта, то есть пролетарской культуры. И там он разрабатывает теорию монтажа аттракционов. Что Сергей Михайлович Эйзенштейн называет монтажом аттракционов? Собственно, любые способы эмоционального воздействия на зрителя, а также сочетание разных способов.
всевозможные спецэффекты, вау-эффекты, резкие смены действия или резкие смены динамики действия. Это тот самый монтаж аттракционов, который Сергей Эйзенштейн реализует первоначально на сцене. Как Сергей Эйзенштейн приходит в мир киноискусства? Опять же, через театр. Продумывая, чем еще впечатлить зрителя, Сергей Эйзенштейн специально для спектакля по пьесе Островского «На всякого мудреца найдется простоты» снимает небольшую кинематографическую вставку. То есть в какой-то момент действие на сцене замирает, и зрители смотрят 7-минутный фильм. Потом действие на сцене продолжается. И так появляется бессюжетный фильм, короткометражный, не самостоятельный, под названием «Дневник Глумова». Но именно через эту короткометражку, созданную специально для спектакля, Сергей Михайлович Эйзенштейн осознает, какую же мощь в себе содержит язык киноискусства, и у него сразу возникает идея масштабной семичастной эпопеи к диктатуре, или же из подполья к диктатуре. Ну, к чьей диктатуре? К диктатуре, понятно, к диктатуре пролетариата. Из 7 задуманных фильмов Сергей Эйзенштейн успеет снять 3 кинокартины. Это фильм «Стачка» 1924 года, «Броненосец Потемкин» 1925, а также «Октябрь» 1927 года, снятый к десятилетию революции, немножко опоздавший и вышедший в 1928 году. Сергей Эйзенштейн, во-первых, реализует все те принципы, которые были открыты и Львом Кулешовым, и им самим, и добавляет не только в советское, но и в мировое киноискусство очень много чего нового. Ну, про монтаж я уже, конечно же, сказал. Резкие смены действия. Это нельзя причем назвать клиповым монтажом. Тут есть очень четкое разграничение. Клиповый монтаж сейчас доступен любому человеку, у которого есть даже не компьютер, а смартфон. Но Сергей Эйзенштейн и другие советские киноавангардисты создают не клипы. Он создает, повторюсь, визуальные композиции. А в чем разница технически между клиповым монтажом и вот... Техническая... мы это обсуждаем. Понятное дело, инструмент, на котором он делается, это какая разница? Ножницами я сделаю разница в том-то и дело, что нет? Не техническая. А какая? Дело в том, что Сергей Эйзенштейн, Всеволод Пудовкин, другие кинематографические авангардисты, они как композиторы, они как Бетховен, они как Чайковский. То есть ты имеешь в виду, что клипы, они бессвязные, ты имеешь в виду по монтажу, да? То есть это какие-то отдельные, я не хочу оскорблять клипмейкеров. Клипы бывают абсолютно замечательные. Но клиповый монтаж, это же ведь длина кадра, по 2,5 секунды. У Эйзенштейна тоже, у Сергея Эйзенштейна тоже бывает там длина кадров, длина планов буквально по несколько секунд. Тут речь не в технологии, а я скорее... срочно вспомнил современных клипмейкеров, но усилием воли невероятным поистине промолчал. Ну, видите, не промолчали же. Тут скорее речь в идеологии художественной, не в политической, а именно художественной, и в том, как это реализовано. Вот еще раз повторюсь, фильмы Сергея Эйзенштейна, Всеволода Пудовкина можно сравнить с лучшими симфониями Бетховена, Баха, Чайковского. Великие композиторы, они тончайше чувствуют сочетание нот. И они тоже каким-то образом через музыку передают особым образом информацию, и они тонко чувствуют, вот как подвести слушателя к какому-то апофеозу, потом вывести из этого апофеоза. Музыку, великую музыку, можно разложить даже на какие-то графики, кардиограммы. И советские киноавангардисты, они точно так же, как композиторы в музыке, тончайшим образом чувствовали вот эту длину кадра, сочетание кадров. И они были способны сыграть на эмоциях зрителя точно так же, как это делают Бах, Бетховен и Чайковский. Именно поэтому я их отделяю просто от клипмейкеров. Клипмейкеры бывают абсолютно талантливые, но все-таки талант и гений – это немножко разные вещи. И боюсь, даже сейчас уже нет таких гениев, которые способны создать такую визуальную симфонию, которая будет по своему качеству, по своей гениальности соответствовать симфонии музыкальной Баха или Бетховена. Сергей Эйзенштейн также разрабатывает понятие кинематографической метафоры.
Особенно это наблюдается вот в третьем из озвученных, из названных фильмов. Это «Октябрь» 1927 года. Вот в нем концентрация кинематографических метафор, она просто невероятная. Метафоры сменяют друг друга, иногда метафоры находятся в